Власти Будапешта предполагают, что Евросоюз мог потратить средства для Венгрии на Украину. Об этом нам сообщает премьер-министр Виктор Орбан. Он напомнил, что в середине действующего 7-летнего бюджетного плана в Евросоюзе предполагали увеличить его еще на десятки миллиардов евро. Однако 50 из них направили Украине. При этом Орбан подчеркнул, что перед членами Союза ЕС не в состоянии выполнить обязательства. Вот как вы считаете, почему Евросоюз не в состоянии выполнить обязательства перед членами? Наверное, потому что слишком много денег уже потрачено. И изменились у руководства Евросоюза приоритеты. Тут важна вот какая деталь. Орбан уже 4, по-моему, премьер-министр Венгрии. И партия, которую он руководит, правящая партия Венгрии. И недавно они победили на выборах. Это правая партия. И такая тенденция победы правых партий в Европе, она сейчас прослеживается. В Испании недавно буквально победили правые. И, скорее всего, нынешний премьер испанский, большой друг, как он говорит, Зеленского и Украины, уйдет в отставку, будет другой премьер. Тоже руководитель правой партии. Ультраправые вошли в испанский парламент. В Германии альтернатива для Германии, партия правая, хотя многие называют ее ультраправой, на сегодня имеет 10%, по-моему, мест в Бундестаге, но самое главное, она победила в Тюринге, это достаточно знаковый для них регион, и они сейчас побеждают на других региональных ступенях. Подобные примеры можно приводить дальше. Швеция, Финляндия, Греция, понятно. Италия. А у правых партий у них лозунги, в общем-то, и смыслы похожие. Сначала нам, нашим странам, а потом всем остальным. Думать о себе, а потом о других. Разобраться с дикой эмиграцией и с миграцией в целом. Создать собственные вооруженные силы, а не работать на американское НАТО. В общем-то, такие знаете, консервативные лозунги, понятные обывателю, и они сегодня выигрывают. Орбан не меняется, он говорит то, о чем он и говорил раньше. Он говорил: подождите, зачем я буду тратить, и зачем вы тратите мои деньги, мне причитающиеся, на кого-то, если их надо потратить на меня, на мою страну, на Венгрию. Как вы думаете, венгры его услышат? Несомненно, потому что он в их глазах окажется правым. Скоро услышат и другие граждане других государств. Уже это происходит. Альтернатива для Германии выпустила сатирический ролик. Он, конечно, не в пользу нашей страны или не в пользу нашего президента, но он достаточно забавно смотрит. Guten Tag. Добрый день. Это типа Олаф Шольц. Hi, Zelensky. Hi, Zelensky. Schneller. Ist dein Haus in der NATO? Это твой дом в НАТО. Акцептируя die НАТО, больше 22 миллиардов евро sind bereits seit Anfang Deutschland. Опа, Леопард. Такой сатирический злой ролик. Повторюсь, он не в пользу нашей страны, потому что немцы его смотрят с удовольствием. Для них он очень понятен. Там было написано, что больше 22 миллиардов евро уже отдали. Да, Германия является второй по количеству помощи Украине страной после США. Я к чему веду? Подобные заявления, подобные тому, о чем сказал венгерский премьер, будут скоро звучать все чаще и чаще. Болгарский президент о чем-то похожем говорит. Французская оппозиция, допустим, Ле Пен, как ее там не критикуют, она, кстати, тоже правая. И она набрала 44 или 43% на президентских выборах. Да, она проиграла этому нынешнему президенту, но 44% это много. И такая тенденция усиливаться будет, потому что Европа пока еще едет, как это сказать, инертно
на своих запасах, на своей экономической мощи, но мощь-то начинает сильно истощаться. Об этом никто не говорит. Почему цены выросли? Почему инфляция? Почему на 10-15% в Европе цены выросли? Ответ очень простой. Денег напечатали. Просто решили проблему печатанием денег. Их выбросили в эфир. То есть это искусственная инфляция, но вынужденный шаг. А с учетом того, что мы с вами обсуждали макропоказатели, в общем, влияющие факторы, то, что себестоимость европейской продукции из-за дикого подорожания энергоносителей и будущего заново подорожания энергоносителей, себестоимость тоже вырастет и упадет конкурентоспособность, от этого тоже никуда не денется Европа. Союзники под названием Штаты применили тогда законодательство по блокированию европейских товаров. И чем все закончилось? Шиком, я имею в виду, европейские лидеры рассказывали, что они там тоже что-нибудь сделают. Ничего ж не сделали. То есть вот такие ролики, вот такие слова, как говорит Орбан, будут все больше и больше доходить до сердец и до умов европейцев. И быстрее будут доходить. И раз так, ситуация будет усугубляться. И если она будет усугубляться, а она будет усугубляться, то не мудрым ли является решение такого правителя в Украине, который остановит сейчас бойню и пойдет договариваться, пойдет вести мирные переговоры? Я думаю, мудро, я думаю, правильно.